Всем привет, с вами канал Baltic Sales. Мы начинаем свой выпуск снова из города Аликанте. Судя по всему, мы здесь еще будем какое-то время и потом отправимся куда, пока сами не знаем. К нам пришел холодный фронт. 3 дня будут холодные. Там 8 градусов где-то ночью. Днем вот у нас больше 11 градусов не поднялось. Послезавтра, то есть завтра ночью будет вообще 2-3 градуса. Знаете почему? Потому что к нам плывут 3 короля. Сейчас вам Вероника расскажет, что у нас тут за кипиш происходит сейчас. Холода абсолютно никак не связаны с 3 королями, но сегодня 5 января и 6 января у нас в Испании государственный праздник домашний в честь 3 королей, 3 волхвов, которые пришли к Иисусу Христу, который родился там, да, Вифлеемская звезда там, звезда Вифлеема или Вифлеемовская звезда упала. В общем, 3 волхва пришли с подарками к Иисусу Христу, когда тот родился. И с этого момента считается, что вот признали его, там, не знаю, пророком или там еще что. Суть в том, что для испанцев этот праздник очень важный, очень домашний. И они устраивают шоу каждый год. Мы когда стояли в Авелесе, было очень скромненько. Там короли пришли просто на маленькой лодочке, покидали конфеты, все. Самый крутой, самый масштабный праздник в честь 3 королей здесь, в соседнем городе, 1 час езды. Я забыла, как город называется. 1 час езды от Аликанте. Суть в том, что в этом городе конкретно зародилась эта традиция встречать 3 королей. Ну, это, естественно, переодетые местные 3 мужика. Серьезно, что ли? Не настоящие? Которые будут раздавать конфеты. Ну, а что тогда идти-то, если не настоящие? Да. В общем, вот, и 6 января, между прочим, выпадает на православное Рождество. Рождество католики и Испания в том числе празднуют в декабре, 24-25. Но именно День 3 королей празднуется более масштабно. Дети не верят в Деда Мороза, они верят в 3 королей. Подарки приносят 3 короля 6. Они конфеты раскидывать будут. Да, раскидывать конфеты будут. На самом деле это просто историю немножко исказили. Не факт, что это были 3 короля. Известно, что это были 3 волхва, которые принесли дары младенцу. И оттуда зародилась, значит, традиция дарить детям конкретно подарки. И все вот эти большие скульптуры, которые вы видели там в прошлом городе и здесь в Аликанте, это все вот вокруг вот этой вот истории. Не знаю, насколько верующие испанцы, но именно этот праздник является самым главным. И в таких огромных городах, как Барселона, Мадрид, боюсь представить, что сейчас там будет происходить. Я немножко погуглила, и вот в соседнем городе, отсюда час езды, там и настоящие верблюды, и фейерверки. В общем, если у кого есть дети от 6 лет, я думаю, где-то так, до, там, не знаю, 12 примерно, и есть желание посетить зимой Испанию, то обязательно вот в этот город. Вова напишет вот сюда название города, потому что я забыла, честно. Вот. В Аликанте прилетаете и час езды. И Испания следит, чтобы ни один город, даже Мадрид и Барселона, не переплюнули масштабность празднования. Вот, и это достояние, туристическое достояние. А здесь в Аликанте будет более скромно, естественно, но более круто, чем было в Авелесе. А в деревнях, это по всей Испании, а в деревнях, допустим, просто 3 мужика, переодетых в королей. Знаете, вот как в Хэллоуин дети ходят клянчить конфеты, а здесь наоборот, раздают конфеты. То есть приходят домой переодетые и раздают детям конфеты.
Мы уже подходим к месту. Там вот много-много уже народу собралось. Знаете, как обычно, кто ближе всего живет к этому месту, а мы живем вот тут вот. Тот приходит самый последний и еще, как правило, опаздывает. Ой, это точно, это точно. Но короли пока не плывут, они ждут, пока мы подойдем, чтобы мы успели все снять. Ну вот видите, народ ждет. Мы почему-то думаем, что вот их как раз к этому, за этого ограждения привезут. Поэтому я вот хочу стать сюда и будем встречать их здесь. А потом вот здесь ступеньки, чпык-чпык-чпык, и дальше буду снимать, когда они выйдут. А Вероника с коляской побежит вокруг. Ну вот, подплывают. Мы успели. Косгард их решил подвезти. Наверное, с какого-то большого корабля такого, который сюда не мог зайти. Ну а как короли бы еще приплывали бы без охраны? А? Все правильно. Охрана должна быть. С охраной, да. Улицы готовятся к параду. А мы хотим прийти в самое начало. Здесь все серьезно. Съемки, везде камеры стоят. Поэтому мы сегодня будем по всем новостям.
собственно говоря, здесь как раз у этих фигур инсталляции парад заканчивается. Короли слазят с своих апостаментов, и там какая-то вот сцена, трибуна, они, скорее всего, туда выйдут. Наверное, что-то скажут. В общем, все короли доехали, а у нас дети закончились, поэтому мы идем домой теперь. Наловились конфет, игрушек. Я вся в конфетах, у меня в трусах конфеты, короче. У нас конфеты, нас поливали конфетами, пришлось прятать детей, потому что по голове прям бьют. И Витя в капюшон, короче, он только что-то повернулся, а у него в капюшоне там, наверное, конфет 6 наловил. Короче, все сегодня наловили конфет, у меня тоже тут карман полный. Все, идем на лодку, укладывать детей спать и ужинать. В общем, крутое мероприятие, там эти конфеты кидают, толпа, короче, просто как за золотом прыгает, все там друг друга отбирает, там они на землю падают, все накидываются на них сразу же, как будто золото раскидывают. Вот, ну, Вероника с детьми была, поэтому ей вот так вот в руки все давали, как бы. Я даже не знаю, как сказать. В общем, даже если бы я не была там с детьми... Ну, в общем, я не знаю. Я себя очень... Я не могу себе представить, что я, короче, прыгаю за конфетами на пол и собираю их. Ну, вот так. Но Витенькину понравилось собирать конфеты с пола. Я не собирала. У нас наши личные конфеты упали, ну, которые нам уже в руки дали. И... у нас там упало, и я нагибаюсь за конфетами, и мамаша с бешеными глазами, короче, такая нагибается, с детьми собирает, я ей уступила. Ну, я не знаю. Вова говорит, это азарт какой-то. Это азарт, в этом и есть праздник, они раскидывают. Максимально. Это веселье, это прикольно. Ну, я, конечно... Мне понравилось. Я там с бабулей 90-летней соперничал, там все вокруг, короче, прыгают. Бабуля такая шустрая оказывается. Я себя не представляю, чтобы я, в общем... Бабуля у меня выиграла там со счетом, наверное, 10-2. Я хочу этому охраннику предложить конфеток. У нас здесь ну, не на ресепшене, а который охраняет Марину. Я нашему охраннику Марины дала 3 конфетки и пыталась объяснить, что это от 3 королей. Он сначала не хотел брать, а потом такой, да, точно, спасибо. Вот, я не могу себе представить, что я дерусь с 90-летней бабулечкой за конфеты. Я не дрался с ней, просто там было кто быстрее. Ну, в общем, может быть, это, конечно, плохо, что во мне, вообще никакого азарта, прям 0. Но, тем не менее, значит, 2 ребенка. У меня один вот так вот был здесь, сидел. Витюнька у меня на коленке сидел. Вот так вот я ногу на забор, короче, поставила. И там кидали, знаете, как эти фрисби, тарелки. И охранник, когда увидел, что у меня, короче, 2 детей в руках, вот так вот, он мне прям в зубы всучил эту фрисби-тарелку. Это единственное, что я хотела поймать, и я поймала. Ну, как поймала, мне ее дали. Вот. А так мы сейчас придем домой и посмотрим, что вообще, какой у нас улов, потому что Вова стоял в самом начале, я стояла в самом-самом конце, и посмотрим, что мы там насобирали. И потом, когда я проталкивался в самый конец снова, чтобы встретиться с Вероникой, Бальтазар снова там проезжал, и мне прям по голове, короче, мягкой игрушкой кинул китенок. Вот, я смотрю, упала на землю от моей головы китенок такой мягкий, я его поднял, и как раз, кстати, игрушка, мне кажется, нам подойдет. Да, нам подойдет. Она, конечно, розовая, но какая... Тихо стоять! Так. Вот. А еще, значит, маленькая минутка неловкости. Я очень давно знаю про существование праздника 3 короля. Очень давно. Вот не соврать, наверное, лет 10. Я слышала, что Испания празднует 3 короля. Никогда не вдавалась в подробности, что это за праздник. И, если честно, впервые вот именно какой-то движ я встретила в Авилесе. Они там просто очень сильно шумно под музыку сошли на берег. Это север Испании. Да, север Испании. И детям в руки раздавали конфеты. Там не было никакого парада, ничего. Просто 3 переодетых мужика раздавали в руки конфеты. Все. Никакой музыки там дальше. Они только с музыкой сошли на берег.
И я загуглила, что это было тоже 5 января, что это День 3 королей. И, короче, минутка неловкости. Я думала, что праздник 3 королей это имеется в виду, ну, Испания же ведь королевское государство. И я думала, что это короли, которые, ну, короли. Ну, типа исторические какие-то монархи. Пум-пум-пум. Вот, а это вообще не туда, не сюда. Это, ну, скажем, христианский праздник, католический. Вот, так что неловко. Я об этом узнала несколько дней назад, относительно недавно. Ну, или там сколько там, неделю-две назад, вот. А я думала, что Испания празднует День 3 королей, правителей, настоящих. Все, у нас ребенок заканчивается. Постоянно падает. Итак, мы сегодня наконец-то всей семьей в январе уже выходим на нашем новом динге. Будем тестировать его. Здесь все. Солнце заходит. Да, молодец. Мы сейчас попробуем первую попытку прокатиться по портовой территории. Сейчас выйдем из марины в порт, и там можно будет ускориться. Сижу как царь. Место тут под меня специальное. Дети стоят, потому что молодежь. Капец, как тут много места, честно. Мне кажется, что здесь можно еще, короче, рожать и рожать, рожать и рожать. Все поместятся. Смотрите, как круто. Сюда тоже что-то можно уместить. Везде пространство. И шкафчики. Ну, туда пивасик положим. Детям понравилось. Гламурно. Не то, что гламурно, солидно, понимаете? Солидно. Смотрите. Хорошо, солидно. Прям катамаран нужен, правда? Доброе утро. У нас на календаре 21 января 2026 года. Время 8:43. Исторический момент. Вот именно что утро. Мы обычно в это время спим. Я куда-то бегу с прицепом своим. В общем, все вот я настрадалась, понимаете? Вот эти все истории о том, что с детьми сложно, что если бы мы жили в Эстонии, а не на лодке, они бы ходили в сад, и у меня жизнь была бы вообще другой. А я подумала, почему бы это все дело не совместить, почему бы не адаптировать тогда некоторые нюансы под наш стиль жизни. И вот сегодня они отправляются впервые в сад, в детский садик. В Испании детский садик уже с 4 или с 3 месяцев, потому что декрет длится всего 4 месяца. У нас в Эстонии декрет оплачиваемый 100% от твоей зарплаты 1,5 года. И потом еще 1,5 года декрет, где у тебя есть страховка, за тобой крепится место на работе и так далее. Я нашла детский садик частный, естественно, в государственный нас не возьмут, потому что нужна резиденция. И они любезно согласились нас взять даже на все 5 дней, на полдня, то есть с 9 до часу. В первый день они попросили прийти в 9:15, чтобы все нянечки были на месте, чтобы мы могли познакомиться. У нас сегодня ознакомительный день будет. Я буду сидеть вместе с ними. Вот. Черт, я печенье забыла. Так вот, что я хочу сказать. Пока что на данной стадии я, конечно, overexcited. Очень воодушевлена, но пока что ни черта не легче, потому что их надо собрать, разбудить, собрать, накормить, одеть. А пока что не очень легко. Если сюда сейчас добавить еще эстонскую погоду, то есть я сейчас шла бы не под пальмами, а по льду,
прям вот конкретно по льду. Снег примерно у нас сейчас по колено, может больше. Коляска не проедет, то есть это надо было бы их на санках тащить, но у нас, конечно, и садик ближе к дому. Ну, намного ближе. Мне сейчас вот эти 32 минуты, но здесь нужно обходить всю Марину, видите? 12 минут этой ходьбы – это обходить Марину. По расстоянию, конечно, у нас было бы легче, потому что там можно было бы и в тапочках по снегу пробежаться. Но все равно их надо разбудить, накормить, одеть, собрать вещи с собой. Я уже, вот видите, печенье забыла. Я не знаю, чем они будут перекусывать. Я взяла 3 баночки детского питания. И, может быть, этого хватит, посмотрим. Сие удовольствие, естественно, платное. С 9 до часу на все 5 дней. С понедельника по пятницу. Обед включен. Стоит 500 евро в месяц. На двоих. 2 ребенка. Я взяла на 3 раза в неделю, потому что черт его знает, что с ними там будет, как это 400 евро на двоих с утра до часу. В час надо будет их забрать. Веля будет спать в коляске. Витю посмотрим. В общем, для чего мы все это придумали? Потому что мы вот все с Вовой как бы страдаем, что вот из-за детей у нас как бы жизнь стала. Это правда. И вот посмотрим, как мы сейчас, насколько мы будем продуктивны. Я сейчас вышла из лодки. Вова мне помогал расставить коляску, принимал детей, рассаживал. Я надеюсь, что он будет максимально продуктивен, потому что нас не будет 5 часов. Уходя, он сказал, что он пойдет сейчас спать. Но я надеюсь, что не только спать. Я надеюсь, что я это все не просто так затеяла. И мы будем супер продуктивны. Я взяла с собой рабочий компьютер. Я планирую тоже. Сегодня вряд ли получится. Меня предупреждали, что сегодняшний день я должна быть максимально включенным родителем. Вот. А допустим, завтра, послезавтра, я думаю, что я смогу поработать. Еще из новостей по детям. Я здесь наткнулась на один сайт. Всем известен как Airbnb, Booking. Вот такая концепция, где вы бронируете там на ночь, на 2, да хоть на неделю, на месяц жилье. Ну, концепция понятна, да? А здесь приложение, где можно точно так же выбрать няню. Мы с Вовой немножко тревожные люди. Не то, что люди тревожные, просто у нас есть какой-то заскок, нам кажется, что наших детей украдут. И это смешно только на Ютубе звучит. На деле вообще ни хрена не смешно. Ну, короче, вот такое. И Вова говорит, а что там стоит, короче, нянечки украсть ребенка? Ну, это не так легко сделать, да? Потому что они проходят верификацию, да, все-таки. Имя, фамилия, документы, номер счета, куда деньги. То есть я не прихожу вот так вот и деньги не отдаю. Я бронирую точно так же, как на букинге, квартиру. Я оплачу. Это приложение Baby Seats. Оно ручается. Плюс я читаю отзывы. Вот. Но я планирую воспользоваться этой услугой. Опять-таки же с целью адаптировать все, что у нас есть и чего нет, под нашу реальность, под наш стиль жизни. И сошлись пока что с Вовой на том варианте, что нянечка будет гулять 1,5 часа, пока мы сходим в ресторан вдвоем на территории Марины под камерами. И поскольку там прям калитка, да, нужно открывать дверь, ворота. Но никто никуда не уйдет, естественно, из-под камеры. Это уже дальше идет абсурд, что кто-то здесь на лодочке приплывет на веслах за нашими детьми в центре города.
Ну, настолько паранойи у нас нет, но пока что такой план. Вот, а сегодня мы тихонечко посмотрим детский садик. Мы вчера с Вовой гуляли, посмотрели этот детский садик снаружи. Испания удивительная страна. Это как будто страна наоборот, короче. А у них частные клиники, больницы частные, они намного хуже, чем государственные. Мы были в частных клиниках и в государственных. Это даже, сравнивать не стоит. Это такой уровень, знаете, вообще. И с детскими садиками точно так же. Хорошие детские сады, они только государственные. То есть государство впихивает денег в государственные учреждения, да, очень много. У нас, наоборот, частная клиника будет, наверное, лучше, хотя у нас и государственная. Все-таки медицина на хорошем уровне в Эстонии, но частная клиника, она как бы дорогая считается, да, такое все гламурное. А здесь вот как будто страна наоборот, короче. И с садиками то же самое. Вот наш садик. В общем, я сдала детей. На самом деле уже давно, 2 часа назад я побежала сразу в кафе по работе. Нужно было бежать. И уже в кафе там посидела. Я что хотела сказать. Мои личные наблюдения по поводу ситуации. Короче, с детьми тяжело. Просто давайте поставим здесь точку. Там нет никаких «но» или «а может быть», или еще что-то. Нет, с детьми просто сложно, с детьми тяжело. И нет никаких там каких-то еще продолжений этой фразы. И абсолютно не важно, где вы живете. Вы живете в квартире, вы живете на лодке, в автодоме, в отеле, где угодно. Господи, с ними тяжело, просто тяжело. Потому что, даже если в квартире вам нужно их собрать, а их двое, они дерутся, ругаются, сонные, никуда не хотят. Это вам надо куда-то идти, в этот садик. Неважно. Если не идти в садик, какая разница? Они проснутся на час, на полтора позже, да? Но потом вам развлекать их. И они постоянно на вас. Там нет никакого решения, на самом деле. Просто всегда тяжело. В любом случае тяжело. Так какая разница, если все равно тяжело? Лучше тогда уж жить в тепле и путешествовать. Потому что делать что-то параллельно, работать, путешествовать. Все равно тяжело с ними. Какая разница, где? С ними всегда тяжело. Поэтому вот так. Поэтому я всегда буду в камеру ворчать о том, что мне тяжело, потому что мне тяжело, потому что всем тяжело с детьми, всем. Но раз всем тяжело, то разницы нет никакой. Тогда разница просто только в... Как это по-русски? Тауст. Разница только какой фон. А лучше уж фон будет таким. Будет яхта, путешествие. Качка не нравится, хрен с ней. Новые города, новые страны, тепло, пальмы. Обожаю пальмы. Новые знакомства. Какие-то интересные места исторические, да. Но если все равно тяжело, тогда лучше пусть так тяжело будет здесь. Мое время подходит к концу. Мне сегодня попросили их оставить только на 2 часа. А так у нас оплачено на 4, на самом деле. Но сегодня первый день, да. Завтра уже будет по-другому. 4 часа. И что я хочу сказать. У меня их забрали сразу. Я не сидела с ними. Даже меня не пустили туда вовнутрь, потому что увидели, что они очень контактные. Они не переживают. Они у меня поспрашивали про них. Я говорю, да не будут они плакать. Особенно Витя. Я говорю, он такой контактный, он уже пойдет сейчас со всеми знакомиться, там то все 5-10. В общем, мне прислали фотографии, фотоотчет, что у них там все хорошо. Они там играют, сейчас кухню разбирают детскую. Вот, так что вот так. А я хотела вам показать
одно удивительное место. Теремок. Я сейчас пельмешей накуплю. Там русская, украинская кухня и даже эстонский хлеб продается, и рижские консервы. Вот такое место мы нашли. Очень классное, очень вкусно там. Будете в Аликанте и захотите, красной икры вкусной, вот введите теремок. Все, 2 часа быстро пролетели. Детей я забрала. Завтра они остаются на 4 часа. Витя не хотел уходить оттуда. Я знала, что так будет, потому что, он очень сильно тянется к другим детям, к другим людям. Веле пофиг. Он меня увидел, он меня обрадовался, никто не плакал, все было хорошо. Так что я решила, что я заплачу еще 100 евро, и они будут ходить каждый день в садик. А мы будем каждый день с 9 до часу абсолютно свободны. Я договорюсь, может быть, даже в какой-то день оставлю их до конца. Почему нет? Пусть поспят там. Может быть, Велю только заберу. Посмотрим, будем думать. В общем, садик есть. Так что такие дела. Весь кайф закончился, подошел к концу. Вот я уже возвращаюсь к нам на лодку, иду к нашему порту. Посмотрим, что там Вова успел сделать за это время. Ставлю ставку, что он еще даже не проснулся. Потому что время мало. Мы всего только побыли 2 часа там. Зашли в Макдональдс. И сейчас, наверное, где-то 12:30. Жалко, что съедает столько времени, конечно, обходить Марину. Это 7 минут в одну сторону и 7 минут в другую. Это уже, считай, 15 минут. А детей сдавать всего лишь только на 4 часа. Садик находится в 30 минутах. Это час ходьбы. Ничего страшного. Прогуляться, знаете ли. Погода хорошая. Посмотрим. На все 5 дней, взяла пакет. Конечно, разделить ответственность за детей хоть с кем-то — это вообще кайф. То есть я прихожу, они меняют подгузник Велечке. Я такая говорю, давайте я поменяю. Как-то неловко, чему ребенок там это дела сделала, а кто-то меняет. Потом думаю, уплочено же. В общем, 500 евро. Если подумать, цена не маленькая, да? Так, навскидку, 500. Но это за 2 детей сразу, да? То есть это 250 в месяц на одного. Это 4 часа в день, 5 дней в неделю. Это если мы делим 250 на 20 раз, потому что они будут 20 дней. Это мы получаем около 3 евро в час. А туда входит, извините, и в случае чего оказание первой помощи, и гигиена, да, и покормят их завтра. Вот сегодня не кормили, потому что сегодня был ознакомительный день. А завтра я уже буду их забирать после обеда. И перекусы, сегодня уже входили туда перекусы. Это фрукты и йогурт. Витя съел йогурт, Веля фрукты, мне доложили. Вот, я пришла, они там лепят, тесто. Что на самом деле здорово. Здорово, когда можно оставить детей кому-то, кто будет ими заниматься. Потому что вот это чувство вины постоянное, что дети не развиваются, это, конечно, гложет. От этого устаешь. А здесь приходишь, они общаются, у них там лепка, они что-то лепят. И ты понимаешь, что, развитие идет, а не просто там у них нет телевизора, чтобы мультики смотреть, допустим. Не могу сказать, что мультики это плохо, мы их включаем. Сейчас стали меньше включать и только на английском. Но все-таки, когда кто-то вкладывает еще что-то, помимо нажать на кнопку, это вообще, конечно, бесценно. Это 3 евро, 3 евро. Но, ребята, это нормально. Это хорошая цена в час. Мы так делать будем еще.
но не на постоянной основе. То есть где вот так будем останавливаться на месяц, я буду искать садики. Может быть, не всегда, может быть, как-то еще по-другому что-то, но социализация им нужна, другое общение им нужно, другие взрослые ответственные им необходимы, чтобы кто-то еще что-то с ними делал, занимался. Вите вообще капец как понравилось, он не хотел уходить, он кричал «туда, туда». Мы завтра возвращаемся, я знала, что ему понравится. Так что вот такой вот контент сегодня, более детский. Там изъявляли желание узнать, как у нас дела именно обстоят с детьми на борту. Вот первый вам контент такой. А у нас наш месяц в Аликанте прошел, подошел к концу, и мы его продлили еще на месяц. Нам бы, в принципе, и 2 недели бы хватило бы, но нужно сделать дела. Много всего накопилось. А так как здесь нельзя взять неделю или 2, потому что если вы берете дополнительную неделю, то будет считаться посуточно, и сутки стоят 70 евро. А у нас, если мы берем месяц, сейчас получается, сколько там, 26 евро в сутки. Разница колоссальная, поэтому, если мы возьмем 2 недели и за каждый день заплатим по 70 евро, то лучше мы отстоим месяц и спокойно все сделаем. Поэтому мы отдали детей в садик, так как знаем точно, что месяц мы стоим, делаем дела, как вы видите, решаем проблемы разные. Вот, месяц, в принципе, здесь хорошо. Была возможность уехать в Дения, но я смотрел прогноз погоды, что вот эти вот 2 недели первые, здесь сильные шторма. Вот у нас вчера был шторм, в Дении этот шторм был еще сильнее. Поэтому, если здесь приятнее в данный момент при плохой погоде, то лучше находиться здесь, чем в Дении, и вообще там ничего не делать, потому что будет болтать даже в марине. Сейчас у нас день передышки от шторма, завтра опять начинается шторм. Так что сейчас отстоимся, и у нас еще такая дилемма. Мы не знаем, куда нам плыть, потому что с самого начала, вот после Картахены, получается, что мы плывем севернее, 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 севернее. А значит, там холоднее, 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 холоднее. И я вижу по прогнозу то, что южная часть Франции, там Италия северная, там гораздо холоднее, чем здесь сейчас в Аликанте. А мы уже так привыкли к теплу, что морозиться не хочется. И у нас есть сейчас альтернативный такой план, что мы, например, Балеарские острова идем туда, изучаем там все, и, может быть, с последнего острова двинемся тогда на итальянскую часть Средиземного моря, сразу же офшором. Подумаем. Вот. Либо по истечении этого месяца я еще раз сверюсь с прогнозом, если там потеплеет на севере Средиземного моря, то, возможно, мы пойдем тогда вот по Франции, там Монако, Ницца, туда-сюда, все вот эти вот злачные места посетим вне сезон, чтобы не переплачивать за них в high season. Либо, если мы все-таки пойдем на Балеарские острова, то тогда дальше на юг Италии сразу, и потом Греция у нас. А потом уже, когда изучим Грецию, на обратном пути, может быть, еще зайдем потом в Турцию, у нас там есть план один. И потом на обратном пути тогда уже пойдем по северу Средиземноморья. Возможно, в комфортное время, не зимой. Зима, сами понимаете, зимой нигде не хорошо. Да, вот днем тепло, вечером прохладно. 10-12 градусов это все-таки прохладно, если мы привыкли уже к теплу. А вот днем бывает 20 градусов, хорошо, тепло, да. Но перепад большой, солнце заходит, сразу же холодно. И много штормов. В общем, отходили наши дети ровно 2,5 дня в детский садик. И это были неплохие 2,5 дня. Ну вот уже неделя, как мы болеем. Витя первый, потом я. Сегодня присоединился Веля.
Я тоже присоединился. Вова тоже присоединился фоном. Так что детский садик, он... Хорошая была инвестиция. А это наши 3 слипшихся пельмени. Все болеют, на улице дождь идет. Сейчас будет жуткий шторм, сильнее, чем за последнее время был. И надо кому-то идти на улицу, проверить, как все привязано. Может еще подвязаться, я не знаю. Главное, чтобы утки не оторвало. А там идет дождь, очень не хочется туда идти. Дети, как вы видите, пытаются шутки шутить. Пальчики показывать. Ну, в общем, все слегли. Такой контент. На этом новости все. У нас один день без шторма. Погода отличная, вообще тепло, хорошо. Днем вот было около 22 градусов. И сейчас опять будет шторм. Начнется он где-то с 11-12 ночи. И будет до где-то 4 дня, естественно, следующего. То есть всю ночь и полдня. Как вы видите от предыдущего, здесь еще вот у нас плавает много чего. Там вон такая вот листочек от пальмы в воде. Сейчас опять будет дуть что-то около 50 узлов. Так они так резко приходят с севера, северо-запад. Резко, и так хоба, и уже лодка так коренится на боку. И вы просто сидите и ждете, выдержат утки или нет. Так вот. Но мы привязаны хорошо. Один шторм мы выдержали. Значит, и этот должны выдержать тоже. Вот здесь яхта у нас соседняя продается. У нее порвало парус. Чуть-чуть кусочек отмотался. И все это в итоге растрепало. Весь кусок. Я смотрю, тут уже кто-то приходил. Вот сейчас подмотали перед еще одним штормом парус. Но, конечно, стрёмно смотреть, потому что я видел, как приходят 50 узлов. Вот этот вот кусочек там у них болтался. И у них лодка вообще прямо почти боком ложилась от этого ветра. Выглядело стрёмно. Но потом парус порвался, и лодке стало легче. Переживем эту ночь как-то и часть следующего дня. И дальше уже будет красивая, хорошая погода, февральская. Она должна быть уже потеплее и получше, чем в январе. Так говорят местные. А мы, собственно, почему и стоим здесь сейчас? Потому что, здесь мы место это уже знаем. Нам нужно было сделать какие-то дела. Поэтому мы взяли дополнительный месяц. До этого был план всего лишь месяц один постоять здесь. Потом решили еще взять 2 месяц. Вот. И из этого 2 месяца мы хотели, чтобы месяц походили дети в садик. 2,5 дня они отходили в садик. И, Витя подцепил что-то там. Мы уже проверили точно, что это что-то вирусное. В итоге потом заразилась Вероника. Потом заразился Веля. И в итоге заразился и я тоже. Мы тут неделю уже мучаемся, ничего не сделали. В садик никто не ходит. Осталось у нас, собственно говоря, от того месяца, который мы продлили, 2 недели. Но вот, надеюсь, завтра уже будет совсем лучше значительно всем. И мы тогда сможем уже заниматься какими-то делами. А на следующей неделе сможем все-таки отвезти детей снова в садик. Потому что он оплачен а мы туда не ходим. У нас ночью прошла Калима. В прогнозе она была, я знал. И вот буквально только за ночь, смотрите, какая у нас грязная лодка. Все окна, все в желтой такой вот пыли. Можете посмотреть на антенну нашего Старлинка. На белом вот такой вот желтый песок. Это все принесло с Африки. Африка тут недалеко. Все рейлинги, все засрано. Жестко, конечно. Сейчас буду смывать все это говно. А это мой велосипед, который тоже теперь требует
мойки. Все в песке, грязное. Большая мойка сегодня. Сегодня у нас уже 9 марта. Мы уже давно собирались покинуть Аликанте, но еще не покинули. И как раз сегодня мы уже точно собирались покинуть. И опять не покинули. Во-первых, мы отболели все 3 недели из месяца, который мы дополнительно взяли. Поэтому нам пришлось потом еще 2 недели брать, потом вот еще неделю взяли, чтобы что-то успеть сделать, пока мы выздоровели. И сегодня вот собирались мы покидать Марину, и заболел Веля, короче. Непонятно, мы заболеем все тоже завтра или нет. Короче, сегодня мы никуда не ушли. Я попросил жалобно еще 1 день дополнительный, то есть до завтра продлить нас. И будем смотреть на состояние наше общее. Если завтра будет нам так же, а Веля лучше, то мы уходим дальше. Если нет, тогда берем еще неделю. Ждем, пока мы все снова придем в себя. Ну, ситуация такая. И сейчас как раз, погода хорошая. Вот есть и ветер, море спокойное. То, что нужно. И у нас план был сегодня идти на остров Табарка. Стоять там на якоре и 2 ночи постоять. На динге поездить, город посмотреть. Остров интересный, но, судя по всему, уже на него мы не поплывем, потому что если мы выходим завтра, тогда нам уже волны будут неподходящие стоять на якоре, потому что и так там сначала можно было простоять 2 дня, потом угол волн меняется по прогнозу. В общем, отвлекли меня, телефонные мошенники звонили, нужно было ответить, поговорить с ними. Они любят внимание. Если кто-то из вас подписан на наш YouTube-канал из телефонных мошенников, привет вам, горите в аду. Ну что ж могу сказать, на Табарку остров мы тогда уже не идем, потому что сегодня можно было комфортно стоять на якоре. И там прикол в том, что днем нормальный угол волн закрывает, а ночью как раз самое неудобное время, когда хотелось бы спать, волны разворачиваются и, будет болтать на якоре. Но мы не хотим, чтобы нас болтало, поэтому тут альтернативные планы разработали. Если мы завтра выходим, то тогда мы идем, наверное, в Кальп. Там хорошая якорная стоянка есть. И я посмотрел по прогнозу, она будет закрывать нас вот завтра точно и послезавтра. А дальше посмотрим. У нас сейчас вариантов немного. Мы вот либо идем тогда в Кальп, стоим там на якоре. Будет плохо, зайдем в Марину. И потом следующая точка Дени уже, да. То есть 4 часа от Кальпа до Дени. И там уже нужно будет принимать решение, мы идем на острова Балеарские или исследуем север Средиземного моря. Север Средиземного моря пока прохладный, мы уже довольно-таки привыкли к теплу, а там днем 15 градусов, ночью еще может быть 8 градусов, что для нас уже достаточно холодно, мы уже привыкли к солнцу. Там еще зима, но сейчас с какого-то момента начнется уже улучшение, потому что весна и должно уже начать теплеть. Поэтому у нас выбор идти по северу или через Балеарские острова, но тогда мы уже не будем возвращаться на север, мы пойдем сразу до Италии, Сардиния, Корсика, туда, а потом в Грецию. Но все так в этом мире сложно, что непонятно, что будет завтра. Так как, например, мы думали тоже заплыть на Кипр, а туда дроны прилетели иранские буквально недавно. Мне кажется, уже не так безопасно там, как было. Ну и сами понимаете, восток Средиземного моря, там вот эти вот томагавки, ракеты летают, там
что-то только не происходит сейчас. Немного стрёмно, и плана конкретного у нас нет. Если пойдем на Балеарские острова, то изучим острова и потом переметнемся в Италию. В Италии немножко дорого будет стоять, поэтому хотелось бы сместиться в Грецию. Как там будут дальше развиваться события, пока непонятно. Будем наблюдать, смотреть и менять наши планы в соответствии с ними. Ну что ж, пришло время, и мы покидаем Аликанте. Еще раз посмотрите на эту гору, красиво. Погода пасмурная сегодня, но мы решили уходить. Здесь нам было хорошо, и мы абсолютно уверены, что мы сюда еще вернемся, может быть, через полгода, может быть, через год, а может и через 2. Но место отличное, Марина нам очень понравилась, поэтому наверняка в следующий раз мы постараемся стоять именно в этой же Марине. Все, собираем вещи, мотор прогревается, сейчас будем отвязываться и в путь. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube-канал, ставьте колокольчик, лайки. Увидимся в следующих выпусках. Все, пока.